Какие самые жуткие кадры были сняты на камеру видеонаблюдения? Что делают люди, когда думают, что их никто не видит? Как можно случайно остаться в лифте навсегда? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в этом ролике. Сегодня я покажу вам различные видео, которые записали камеры наблюдения. Вас ждет калейдоскоп эмоций, начиная от страха, заканчивая умилением. Возвращение домой. Посмотрите на эти кадры. Девушка неспешно идет к себе в квартиру, чтобы отдохнуть после долгого и утомительного дня. Она спокойна, она не видит вокруг никакой опасности. Пока. Но впереди, в темном коридоре, кто-то есть. Какой-то человек поджидает ее. Девушка видит молчаливого гостя и сразу чувствует опасность. Она включает свет, но этот человек тут же исчезает. Девушка решила, что ей показалось, она снова выключает свет, но фигура появляется вновь, преграждая ей путь. Не веря своим глазам, девушка несколько раз пытается включить и выключить свет, но безуспешно. Фигура всегда возвращается снова и снова. Страх постепенно пробирается в сердце несчастной, когда на стене появляется надпись «Hell». Думаю, от такого каждый из нас бы испугался. Девушка убегает прочь, решая, что жизнь ей дороже. Однако кто бы мог подумать, что существо просто пыталось с ней поздороваться. Наверное, нужно его предупредить, чтобы в следующий раз делал это менее пугающе. Но что это было за существо и поджидает ли оно в том коридоре жителей дома, остается загадкой. Больничный призрак. Действия этого видео разворачиваются в больничном коридоре. Ничего не подозревающие люди сидят на скамейках, ожидая приема врача. Но, похоже, приема сегодня не будет. Обезумевший от страха доктор проносится мимо больных, падая и задыхаясь от шока. Судя по его одежде, он только что покинул операционную, но что он там увидел? Что могло так испугать доктора, который многое повидал в своей карьере? По выражению лиц пациентов можно понять, что их эти вопросы не взволновали в тот момент. Они продолжили сидеть и ждать своей очереди. Кто из нас хочет покидать лечебное учреждение, так и не попав на прием к специалисту? И тут по коридору медленно прокатывается инвалидное кресло. Люди приходят в замешательство, но не спешат уходить. Вероятно, они подумали, что это дело рук неуклюжей медсестры или чья-то глупая шутка. Но тут, прямо у них на глазах, кресло разворачивается само по себе, без посторонней помощи. Теперь ужас захватил и пациентов, они со всех ног бегут прочь, оставляя попытки попасть к доктору. Но что это могло быть? Боюсь, что мы с вами никогда не узнаем ответ на данный вопрос. Агрессивный дух. Мужчина спокойно куда-то направлялся, возможно, его ждал впереди приятный день или вечер, но все было безнадежно испорчено. Один миг превратил его жизнь в фильм ужасов. Узкий, но хорошо освещенный коридор, который ему прекрасно знаком. Казалось бы, еще чуть-чуть и мужчина доберется туда, куда ему нужно. Но тут происходит нечто поистине невероятное. Кто-то сбивает мужчину с ног, а затем хватает и тащит в неизвестном направлении. Ужас, что испытал мужчина в тот момент, можно только представить. Но вот монстру надоело нести сопротивление мужчину, и он его отпустил. Пострадавший убегает прочь, думаю, что больше он не захочет туда возвращаться. Но что это было? Кто напал на бедного мужчину? И зачем пытался забрать его куда-то? Дом, милый дом. Самым спокойным и уютным местом в мире для нас всегда остается дом. Мы можем туда вернуться в невероятно тяжелый и сложный день, почувствовав желание оказаться в безопасности. И меньше всего мы ожидаем, что именно там нас настигнет страшное или паранормальное событие. Так и этот мужчина, он вернулся домой и стал заниматься своими рутинными делами, не ожидая какого-либо нападения или шокирующего события. Он прохаживается по дому, пьет воду и готовится к отдыху. Но этому не суждено случиться, ведь мужчину уже поджидает нечто. Когда он проходит мимо лестницы, его что-то хватает, поднимает в воздух и уносит прочь. В этот раз пленнику не удалось освободиться. Что ждало его там, вне объектива камеры, остается загадкой. Как и ответ на вопрос, кто или что могло так легко поднять мужчину в воздух. Вор. Но иногда плохие вещи происходят с людьми и без участия злых духов. Например, как в этом случае. Женщина пришла с ребенком в больницу, наверняка малыш болен и страдает от симптомов, а у матери за него болит сердце. Но разве это может волновать бессердечного вора? Посмотрите внимательно, как только мама отвлекается от сумочки и телефона, чтобы одеть малыша, вор переходит к активным действиям. Он как стервятник долго сидел и ожидал подходящую цель, и вот она перед ним. Мужчина осторожно обходит отвлеченную женщину, стараясь избегать чужих взглядов. Какое-то время он даже будто думает, что нужно отступить, но нет, в конечном счете он приступает к действиям. Вор медленно подбирается к тумбе, а потом быстро хватает телефон и удаляется прочь из больницы. Наверняка после такого события женщина была в шоке, ей пришлось еще и заниматься поиском украденного устройства с ребенком на руках. Вполне реальная и вполне ужасная ситуация. Самый чистоплотный
Эти кадры тоже дают понять, что люди могут удивить сильнее, чем любой монстр. Вот мужчина входит в подъезд, вполне опрятный человек, спокойный на вид. Подходит к почтовым ящичкам, наверное, сейчас будет забирать почту. Возможно, именно так вы и подумали, но вы крупно ошибаетесь. Посмотрите только, что он делает. Вместо того, чтобы прибрать за собой ненужный мусор и бумаги, он просто разбрасывает их по полу в подъезде. Такого соседа и врагу не пожелаешь. Остается только гадать, какой порядок творится у него в квартире, если он считает нормой вот так бросать мусор на пол. Это издержки воспитания или он просто не уважает никого и даже самого себя? Боюсь, что ответ на этот вопрос для всех нас останется тайной. Дверь. А вот не менее удивительный случай человеческой халатности. Житель дома идет к себе в квартиру с девизом «Мой дом, моя крепость». Только эта крепость оказалась слабовата. Неспешно наш герой открывает дверь в квартиру, и вы можете заметить, что здесь что-то явно не так. Вы абсолютно правы. Дверь немного выехала из дверного проема. Видимо, те, кто ее устанавливал, сэкономили на всем. А может, они просто не имели должных умений для таких сложных работ. Кажется, что и жилец квартиры заподозрил что-то недоброе. Он не спешит захлопывать дверь, даже на секунду замирает. Однако дальнейшая судьба двери весьма незавидна. Спустя мгновение она просто вываливается, с грохотом приземляясь на соседскую. Представляете, как хорошо себя чувствуют соседи этого человека? Ежедневная встряска им обеспечена. Но кажется, что житель квартиры даже не удивлен подобному развитию событий, он просто поднимает дверь и ставит ее на место. Однако ценности в доме такое чудо явно не защитит. Статус крепости у этой квартиры потерян. Я против. Не каждый человек будет рад камере наблюдения, хотя, казалось бы, она может обеспечить человеку безопасность и защиту в случае неожиданной угрозы или нападения. А если появится вор, то его легко будет обнаружить с помощью данного устройства. Но далеко не каждый задумывается об этом в таком ключе. Для некоторых камера — это что-то, что будет незаконно снимать их в самые тяжелые моменты жизни. А некто загадочный после будет просматривать записи и собирать компромат на соседей. Герои данного ролика, видимо, относятся именно к этому типу людей. Иначе как еще объяснить их странное поведение? Каждый из них так или иначе пытается избавиться от средства наблюдения, которое им ничего плохого не сделало. В ход идет все: молотки, баллончик с краской, палки. Кажется, эти люди готовы на все, чтобы избавиться от злополучной камеры. Но почему и зачем? Ответа у меня нет. Опасный человек. А вот еще один довольно любопытный экземпляр. Агрессия так и рвется на волю, вероятно, ему что-то сделал этот ужасный и жестокий лифт. Возможно, когда-то в далеком прошлом он также пнул этого доброго мужчину. Кто знает. Но теперь он точно получил по заслугам, а Мститель вызвал другой лифт и решил уехать на нем. Но и тут все не так просто. Оказалось, что герой этого видео не любит еще и камеры наблюдения. Сначала он пытался ее прикрыть, но руки быстро затекают, если их держать поднятыми вверх длительное время, он утомился, а виновата осталась камера. Хотя, возможно, и тут нам не все известно о взаимоотношениях этого джентльмена с устройствами слежения. Камере тоже досталось, но неожиданно наш герой передумал и решил исправить свои действия, начав активно оттирать аппарат. Что тут скажешь? Видимо, камера заслужила второй шанс и вымолила прощение у этого Рэмбо. Но позволять устройству и дальше наблюдать за жильцами он не мог, поэтому предпринял еще одну попытку закрыть объектив камеры, которая снова с треском провалилась. Похоже, в ближайшее время камере достанется так же, как и лифту. Почти Эверест. Герой этого видео – автолюбитель, который искал для себя парковочное место. Удивительно, но он его успешно обнаружил. Самая сложная часть позади. Теперь нужно только припарковаться. Для этого машина должна преодолеть небольшую горку, и все, миссия будет выполнена. Но оказалось, что это далеко не так просто. Водитель пытался покорить эту гору несколько раз, и каждый раз она оказывалась сильнее. Первая попытка – провал. Возможно, нужно немного отъехать и повторить снова. Вторая попытка – провал. И третья попытка тоже не увенчалась успехом. Для героя этого видео маленький холмик оказался настоящим Эверестом. Поняв, что гору невозможно покорить, автолюбитель оставил парковочное место кому-то, кто окажется смелее и не оставит попыток взобраться туда так легко. Но уже следующий водитель с первой попытки занимает свое место. Что поделать? Не каждому дано быть царем горы. Дверной звонок. Следующий герой нашего видео очень хотел попасть домой, неважно, к себе или кому-то другому. Пес жаждал внимания, а для достижения цели все средства хороши. И вот в ночной тьме он подкрался к дому и принялся звонить в дверь.
А почему нет? Вдруг кто-то выйдет и даст ему вкусняшку. Конечно, животное могло и не подумать, что ему могут оказать не самый радушный прием. Вот представьте, спите вы ночью в своей постели, и тут на всю квартиру раздается звонок в дверь. Вам приходится встать, подойти к двери, проверить, кто это там в столь поздний час. А это соседский пес пришел требовать угощений. Ну как ему можно отказать? Вечеринка у бассейна. Вспомните, как весело вам было в последний раз, когда вы собирались с друзьями, болтали ни о чем и хорошо проводили время. Приятные воспоминания, правда? Вот и герои нашего видео решили собраться компанией и отдохнуть у бассейна в жаркий день. Им явно было весело, и вечеринка удалась. Вот только героями этого видео выступают еноты. Небольшая группа животных проникла на чей-то участок и решила искупаться, раз появилась такая возможность. Нельзя их в этом винить, ведь многие из нас не отказались бы окунуться в прохладную воду в жаркий летний день. Но владельцы бассейна такую вечеринку не слишком высоко оценили. От енотов было много шума, да и перемывать бассейн – работа не из легких. Думаю, что и в уборке бассейна животные бы помочь не отказались. В дальнейшем будущем они стали накрывать свой бассейн, чтобы избежать шумных тусовок в своем дворе. Мишка. Рождество – время подарков и радости, когда вы остаетесь рядом со своей семьей, чтобы насладиться зимними пейзажами и теплой атмосферой. Но что же делать, если вдруг вы забыли купить подарки для родных? Герой этого ролика рад будет дать вам совет. Мишка бродил по округе и, наверное, думал, что сказать своим родным, чтобы они не расстроились из-за его небольшой ошибки. Он был слишком занят и забыл купить подарки для родственников. Но тут так удачно ему попался дом, на пороге которого стоит уже упакованная коробка. Кто знает, что там внутри. Возможно, банка меда или теплый шарф. В конце концов, главное – внимание. Мишка, пользуясь случаем, быстро забирает коробку и спешит в берлогу к семье. Если ему повезет, то по пути удастся собрать целый комплект подарков и порадовать всех своих родных. Ничего не вышло. Герой этого ролика – котик, который просто бездельничал на крыльце своего дома, отдыхая в тени. К нему подкралась женщина, которая попыталась подманить животное к себе, но Пушистик не спешил так легко поддаваться. Все кажется совершенно невинным. Девушка просто увидела милое животное и пытается его погладить. Но дальше все выходит за рамки закона. Женщина неожиданно хватает чужого питомца и бежит к своей машине. Но у нее не получается и удерживать животное, и совладать с автомобилем. В попытке затолкать Пушистика внутрь, она теряет контроль над ситуацией. Котик получает свободу и спешит вернуться домой, наверное, чтобы нагретое им место не успело остыть. А неудачливая похитительница торопится покинуть место преступления. Вот так попытка погладить котика чуть не обернулась настоящим похищением. Но, похоже, даже такое серьезное потрясение не слишком взволновало животное. На своей территории он чувствует себя защищенным. Замуровали. Герой этого видео спокойно ехал в лифте, но не удержался и воспользовался телефоном, чтобы скоротать время. Этаж за этажом парень приближался к точке назначения. И вот лифт останавливается, двери открываются, сигнализируя, что пора выходить. Но мужчина совершенно растерян, он не понимает, почему слышит звук открывающейся двери, но не видит ее. Он снова и снова нажимает на кнопку, требуя выпустить его из злополучного железного ящика, но лифт все никак не слушается его. Обернуться и проверить, что происходит у него за спиной, горе-пассажир упорно отказывался. Кто знает, когда бы мужчина понял, что дверь все это время находилась совсем близко, если бы не вошедший в лифт человек. Герой видео перепугался не на шутку, зато наконец обнаружил желанную дверь. Теперь он освободился и получил ценный урок о важности внимательности. Технологии остаются важной частью нашей жизни, давая возможность запечатлеть различные ситуации, начиная от самых жутких событий, заканчивая веселыми и забавными. Эти записи могут служить не только инструментом безопасности, но и уникальным источником информации о том, что происходит вокруг нас. Некоторые кадры призваны напомнить вам о важности внимательности и бдительности. Другие — шокировать и вызвать мурашки по коже, а третьи — заставить вас улыбнуться и посмеяться. Делитесь своими мыслями и впечатлениями от просмотра в комментариях. Берегите себя и не забывайте радоваться жизни. Благодарю за просмотр.